Всем привет! С вами Берсик, и это рубрика «Годно али стрёмно», в которой я проверяю кукольные товары с сайта AliExpress. Годно али стрёмно? Вы очень активно присылаете товары на проверку, а я очень активно их заказываю. У меня накопилось товаров на несколько выпусков, и следующий выпуск «Годно али стрёмно» выйдет, когда под этим видео наберется 40 тысяч лайков. Поэтому прямо сейчас ставьте лайк, если хотите, чтобы новый выпуск вышел как можно скорее. И если вам интересно, какие товары будут в этом выпуске, годные али стрёмные, то не переключайтесь. Кеды для кукол за 123 рубля попросила проверить Валерия Вайт. С виду кеды довольно симпатичные, но при этом они и громоздкие, и я решила, что больше всего они подойдут моей Мелинде. Поэтому выбрала именно желтый цвет, мне кажется, что он подходит ее образу. А вообще на сайте вы можете выбрать и розовый, и красный цвет, в общем, какой вашей душе угодно. Кеды с первого взгляда выглядят довольно мило, но если к ним присмотреться, есть мелкие недостатки. Во-первых, в нескольких местах они грязноваты, где-то торчит ниточка, с правой стороны виден стык резины. Некоторые элементы на двух ботинках наклеены по-разному, то есть немножко неровно. Кеды представляют собой сочетание плотной желтой материи, прошитой белыми нитками, металлических отверстий для шнурков. Сами по себе шнурки плотные и белые. Резиновая подошва довольно высокая, на ней прорисованы черные полоски. И опять-таки еще один недостаток. Они прорисованы довольно неаккуратно. Такое ощущение, что кто-то нарисовал их неумелой рукой, ручкой или фломастером. С передней стороны приклеен белый участок с пупырышками. И также на носках есть белые резиновые вставки. Подошва темно-сливового цвета, покрыта рельефами и выглядит довольно неплохо. По подошве я сделала вывод, что оба ботинка левые. Хотя, возможно, просто все ботинки одинаковые, и здесь просто нет разделения на правые и левые. Что же касается шнурков, то на одном из ботинков он вылетел у меня из металлического отверстия, и я увидела вот такой неаккуратный бахромистый кончик. То есть, как вы поняли, эти шнурки не завязываются бантиком, они уже изначально в 3 ряда вставлены, и нужно просто просунуть в ножку куклы. Но этот шнурок у меня не получается вставить обратно, поэтому он висит такой неаккуратный. Я решила проверить, как дела обстоят у другого ботинка с этим шнурком, и выяснила, что он длинный и заканчивается пластмассовым кончиком. Получается, что на другом ботинке брак. Кеды подошли куклам Monster High, Ever After High и Барби. Они, конечно, смотрятся довольно громоздко, но при этом реалистично. Мне нравится, как они выглядят сбоку. С передней стороны мне нравится чуть меньше, но в целом эта обувь куклам подходит, и самое главное, у них устойчивая подошва, поэтому все 3 куклы могут стоять в этой обуви без подставки. На ногах Мелинды кеды также смотрятся хорошо, не спадают и, в принципе, ей подходят. Но учитывая то, что у этих кедов мы с вами нашли большое количество недостатков, я буду продолжать проверять кеды с AliExpress, пока мы не найдем идеальные. Буду сравнивать их с этими, и, кстати, одни уже ко мне идут, ведь вы мне прислали ссылки на разные кеды, на разных продавцов. А пока что эти и негодные, и не стрёмные, они просто так себе. Миниатюрных мишек за 73 рубля я решила проверить сама. Вы только посмотрите, какие они маленькие. Они пришли ко мне вот в таком пакетике. И это 2 мишки, белый и коричневый. Мишки выполнены из пластика, и согласно описанию на сайте AliExpress, они предназначены для украшения миниатюрного садика. Но на самом деле, мне кажется, они больше похожи просто на имитацию маленьких плюшевых игрушек. Не огромных мишек, а именно маленьких плюшевых медведей. Подобно такому мишке или вот такому. Они очень детализированные, то есть здесь имеются рельефы шерстки, очень аккуратно прорисованы нос, глаза, а также бантики. У белого мишки розовый бантик, а у коричневого темно-коричневый. Внизу имеются отверстия, я не знаю, зачем они нужны. Кстати, такие мишки бывают 4 цветов и приходят сразу 2 штуки, но выбрать нельзя, поэтому приходит рандомный цвет. Я очень хотела, чтобы пришел белый с розовым, и мне повезло. Мне кажется, что масштаб и реалистичность очень похожи именно на медведя такого размера. Кстати, они оба белые с розовыми бантиками. Это знак. Куколки Monster High с жестовой рукой этого мишку можно даже дать в руки, и она будет его держать. Эверяшки этого мишку можно приклеить к руке при помощи двухстороннего скотча или закрепить таким образом. В общем, прям прелесть. Мне очень понравились эти мишки, я надеюсь, я вам помогла тем, что нашла их на AliExpress. Напоминаю, что все ссылки на товары есть в описании, в том числе на этих мишек. Мороженки за 123 рубля попросила проверить Вика Николаева. Я на самом деле сама засматривалась на этот лот, потому что там просто нереальный выбор маленьких мороженых и сладостей. Реально загляните, там глаза просто разбегаются. Пришли мороженки вот в таком пакете, их здесь целых 5 штук, и с задней стороны они плоские. Дело в том, что уже в описании этого лота указано, что это аксессуары для DIY и скрапбукинга. То есть этими штучками можно декорировать телефон, блокноты, я не знаю, все, что душе угодно, но это же нам
нам с вами не мешает использовать их как аксессуар для кукол, потому что, с одной стороны, они вполне себе симпатичные. Например, на кукольных фотографиях эту белую сторону можно просто не показывать, и мороженое в руке куклы будет смотреться довольно реалистично. По качеству эти маленькие аксессуары очень крутые. Они выполнены из пластика. Здесь у нас рожок, розовое мороженое с бантиком. Уж я не знаю, как там предполагается съедобный бантик на мороженом, но смотрится это чертовски мило. Также внизу есть такой белый подтекающий слой мороженого. Ребят, это очень красиво. По размеру мороженое подходит куклам Ever After High, Monster High, Барби. Его можно приклеить к руке при помощи двухстороннего скотча. Смотрится очень мило, особенно в руках сахарной Cedarwood. Такое ощущение, что оно шло с ней в комплекте. А Мелинде удалось вложить мороженое в ручку, и она даже его держит. И, кстати, оно ей тоже очень идет. Годные, очень годные мороженки, прямо такие мороженого захотелось, так что я думаю, вашим куклам это можно смело покупать. Зонтик за 198 рублей попросила проверить Мамедова Елизавета. Как вы видите, зонтик вполне себе настоящий, только он большой для куклы Барби, а в названии этого товара на AliExpress указано, что он для куклы Барби. На сайте можно выбрать среди двух вариантов – однотонный зонт и с рисунками. Но конкретный зонт выбрать нельзя, то есть вы выбираете однотонный, вам приходит рандомный цвет. Вы выбираете с рисунками, вам приходят рандомные рисунки. Но рисунки мне действительно понравились, но самое крутое в нем – это, конечно, механизм. Он настоящий и очень добротный. Все детали металлические, спицы и прочее, то есть все как в настоящем зонтике. Ручка выглядит таким образом, она выполнена из пластика, как и некоторые другие элементы, в том числе кончики на спицах, только они синие. Из-под ручки неаккуратно вылезает клей, и, пожалуй, это единственный недостаток этого зонтика. Ну и, конечно, еще один недостаток в том, что для кукол Барби он великоват. Его, наверное, можно использовать как шезлонг для куклы Барби, Monster High или Ever After High, просто вставить в песок эту ручку, ее не будет видно, и таким образом разместить куклу позагорать. Для куклы Блайс или Пулип этот зонтик подходит больше, потому что у них большая голова и все смотрится более реалистично. Но опять-таки есть минус в том, что зонт очень большой и в руках его кукла не держит. Его можно использовать как аксессуар для фотографии или в закрытом виде, как будто кукла отправилась на прогулку в пасмурную погоду, например, как у нас сейчас этим дождливым летом. Также по размеру зонт подходит большим куклам Monster High. Кстати, еще один минус в том, что когда зонт в собранном положении, нет никакой ленточки, которая бы его закрепляла и держала в этом положении, поэтому он открывается. Ну, я думаю, можно использовать любую голубую ленточку и перевязать. Вот так выглядела бы Гулиопа, если бы пошла прогуляться по Москве в июле 2017-го. Зонт мне очень понравился, очень жалко, конечно, что он большого размера и не подходит стандартным фэшн-куклам, но в любом случае товар годный. Ноутбук для кукол всего лишь за 130 рублей прислала на проверку от Трололо. Выглядит коробочка таким образом. Здесь явный закос под Apple, только яблоко целое, без откусанного кусочка. Коробка уже выглядит круто. Вот реально, очень качественно. Такое ощущение, как будто я реально купила какую-то миниатюрную технику. Открываем и достаем серебристый ноутбук. Выглядит очень реалистично. Здесь значок Apple уже с откусанным кусочком. Причем он прикрыт прозрачной наклейкой, чтобы вот эта вот золотистая поверхность не царапалась. С другой стороны размещена информация от производителя, как на настоящем компьютере, очень мелким шрифтом, но я смогла здесь рассмотреть Designed by Apple in California. Выполнен ноутбук из серебристого пластика, цвет очень приятный и открывается таким образом. В общем, это на самом деле зеркальце, вот такое креативное зеркальце, которое может девушка держать в своей сумочке и так невзначай доставать и поправлять макияжик. На зеркальце также имеется защитная наклейка. После того, как я ее сняла, я увидела себя во всей красе. В общем, это настоящее зеркало, не имитация, потому что это именно карманное зеркало, а не игрушка. Над зеркалом углубление, имитирующее веб-камеру. Внизу написано MacBook Air. Клавиатура выглядит очень правдоподобно, все аккуратно окрашено. Есть, конечно, какие-то мелкие огрехи, но это совсем мелочи. И внизу углубление, имитирующее зону мышки. На зеркале я сейчас заметила пару царапинок. И еще один небольшой недостаток заключается в том, что ноутбук может держать свое положение только когда открыт на 90 градусов. Если открыть чуть больше, то крышка падает, и, соответственно, если чуть меньше, то крышка тоже падает. Но, с другой стороны, именно это положение 90 градусов нам нужно для того, чтобы кукла реалистично сидела перед компьютером. Ноутбук по своему размеру подходит куклам формата 1:6, то есть он подходит куклам Monster High, Ever After High, Barbie, Блайс, Пулип, так что, я думаю, можете смело заказывать, он действительно очень дешевый. На AliExpress я видела лоты таких же компьютеров намного дороже, поэтому 130 рублей за такую годную вещицу – это действительно круто.
Фотоаппарат для кукол за 175 рублей попросила проверить Тетти Таня. В названии этого товара было указано, что он для кукол формата 1:3 или формата 1:4, то есть для кукол крупнее, чем куклы Monster High, Ever After High и Барби. Поэтому я решила заказать еще один фотоаппарат у другого продавца, так как в названии у него было указано, что этот фотоаппарат подойдет для куклы Барби. Но, как вы видите, фотики одинакового размера, соответственно, этот продавец врушка. В данном случае я выбрала черный цвет, потому что он наиболее реалистичный и действительно фотик очень похож на настоящий. Розовый фотоаппарат я выбрала для разнообразия и, честно говоря, мне нравится, как он смотрится. Здесь два оттенка розового, действительно очень симпатичный, и черные элементы аккуратно прорисованы. Оба фотика представляют собой брелки, только цепочки разные. У черного она с колечком. Вместо надписи Canon на фотиках просто надпись «Камера». При этом все экраны, кнопки, объектив, все прорисовано очень реалистично. И мой взгляд, конечно же, зацепился за вот эту прозрачную пимпочку, которая торчит снизу каждого фотоаппарата. Если ее вытащить, то при нажатии на кнопку фотоаппарат как будто фотографирует. А теперь давайте вы все улыбнетесь, и я вас сфотографирую. Ну, виртуально. На самом деле очень прикольно, что добавили эту фишку с фотографированием. Вроде мелочь, а приятно. А вот черный фотик, к сожалению, подвел. Он не фотографирует. Скорее всего, села батарейка. И вставляем обратно вот эти пластиковые штучки. Я так понимаю, эта блокировка нужна для того, чтобы фотоаппарат не фотографировал, пока, например, этот брелок находится у вас в сумке. Фотоаппарат для кукол Monster High, Ever After High и Барби не подходит. Он просто гигантский. Чуть получше он смотрится в руках у куклы Блайз, потому что все-таки уравновешивается масштаб за счет ее большой головы. И лучше всего фотик смотрится в руках большой куклы Monster High. В принципе, оба фотика годные. Очень жаль, конечно, что этот не фоткает, но я думаю, это разовая история. То есть просто мне не повезло, а в целом от этого продавца будут переходить хорошие фотоаппараты. Так что заказывайте своим большим куклам Monster High или каким-то еще большим куклам, какие у вас есть. Надувного единорога попросила проверить Анютка-няшка. Только Анютка прислала мне сет из 5 единорогов больше, чем за 500 рублей, но я нашла одного единорога за 180 рублей. Как вы понимаете, это подстаканник, точно так же, как и фламинго из первого выпуска. И давайте его надуем. Вот такая красота получилась. Он намного больше, чем фламинго. Вот вы можете посмотреть. Но единорог на самом деле и в виде человеческого матраса намного больше, чем фламинго. Он реально огромный. Я на нем фотографировалась. Очень красивый, по-моему, получился. И смотрите, здесь воздух проникает даже в его гриву и хвостик. И в рог. Мне в нем все нравится. Не могу ни к чему придраться. Все сделано довольно аккуратно. И, кстати, хочу отметить, что здесь нет дырки. То есть это не круг для кукол, это именно подстаканник, чтобы сюда поставить и, соответственно, стакан не проваливался в воду. И вновь Венера чувствует себя в этом надувном единороге просто чудесно, наслаждается солнышком, в общем, он ей хорошо подходит. И, как вы видите, и фламинго, и единорог очень хорошо держатся на воде вместе с куклами. Не заваливаются, так что кукла не окунется, будьте уверены. Размещать куклу вы можете разными способами, в общем, импровизируйте, и красивых вам фотографий. Этот единорог, как и фламинго, очень годный. Годно, али стрёмно. И напоследок я хочу провести с вами небольшой интерактивчик, связанный с моим инстаграмом Days of Bears. Сейчас я зайду в свой инстаграм и выберу под одной из моих фотографий рандомный комментарий. И автору этого комментария я отправлю в директ фотографию с этого видео, то есть небольшой спойлер и привет со съемок. Мне кажется, что Венера с единорогом идеально подойдет для этой фотографии. Все, я отправила фотографию своей подписчице, я думаю, она будет просто в шоке. И таким образом я хочу радовать вас и выбирать самые интересные и содержательные комментарии и отправлять вам вот такие мини-спойлеры со съемок моих видео. Годно, али стрёмно. Мне кажется, что в этом выпуске вы точно для себя что-то выберете, потому что было много всего годного. Ссылки на товары есть в описании, ну и в комментарии присылайте ссылки на то, что вы хотите, чтобы я проверила в следующих выпусках. Не забудьте поставить лайк, если выпуск вам понравился, и до встречи в новых видео. Всем пока-пока!